1 апреля 26 года российская армия вновь полностью овладела территорией Луганской области. В спецоперации заявление Минобороны территория Луганской республики полностью освобождена. В прошлый раз Луганская область была полностью взята 30 июня 25-го. Для жителей Луганской Народной Республики пришли радостные новости с фронта. Буквально 2 дня назад прошел доклад о том, что территория Луганской Народной Республики полностью освобождена 100%. А впервые полностью захватить регион армии России удалось еще при Шойгу 4 июля 22-го. Луганская Народная Республика полностью освобождена. Об этом Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. На встрече глава военного ведомства рассказал детали успешной операции, которую совместно провели российские военные и силы народной милиции. Глава государства предложил представить к наградам всех отличившихся участников боевых действий. Луганская и Донецкая области – это два региона, которые вместе стали синонимом слова «Донбасс». И, строго говоря, с точки зрения академической географии, толкование такое неверное. Донбасс – это Донецкий угольный бассейн, который создан природой и не привязан к административным границам. Многострадальный Бахмут, например, к каменно-угольному бассейну не относится. Зато часть этого геологического образования пролегает в России, в Ростовской области. Но за последние 4 года в язык плотно вошло новое значение, где Донбасс – это Донецкая плюс Луганская области в их административных границах. Этот краткий ликбез был нужен нам, чтобы в очередной раз показать: у войны, которую ведет Путин, нет никакой внятной цели, но есть промежуточные политические задачи. Одна из которых звучит как полное освобождение Донбасса. Именно поэтому на протяжении уже нескольких лет складывается абсурдная ситуация. Российская армия контролирует более 99% Луганской области, однако кладет большое число солдат, чтобы захватить последний процент. Иногда заявляет о полном захвате и продолжает класть людей ради административной границы на карте. А полный контроль над регионом не достигнут до сих пор. Борьба за проценты идет и в Донецкой области. Совсем недавно, 10 марта, состоялся примечательный разговор Владимира Путина с предводителем ДНР Денисом Пушилиным. Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой Народной Республики. Это буквально полгода назад. Сейчас, по вашим оценкам, сколько находится под контролем киевского режима? Примерно, опять же, говорю, потому что здесь же где-то 17%, то, что вот сейчас. Да, мне так докладывают, 15-17%. Да, в этих пределах. Официальный Кремль заявляет: полгода боев, по меньшей мере десятки тысяч убитых, триллионы рублей невосполнимых убытков и гайки, закрученные до срыва резьбы – все это плата за 8% территории. Не от всей Украины, а от одной из 24 ее областей. Поговорим сегодня о том, как путинский официоз занимается арифметикой вокруг Донбасса. Но сначала только напомню, в описании мы повесили инструкцию, как обходить блокировки в России. В процитированном разговоре Путина и Пушилина есть интересный фрагмент. Когда Пушилин заявил, что осталось захватить 17% Донецкой области, Путин его поправил. Мол, от 15 до 17. Не 17, а от 15 до 17. А 1 апреля, когда объявили об очередном полном захвате Луганской области, что-то вроде такого предложения, что ли, торгового предложения, прозвучало в словах пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. В начале дня Песков выдал фразу, которую можно было интерпретировать как обращение к Зеленскому. Дескать, отдай ты уже нам оставшиеся 15 или 17% Донецкой области, и войне конец. Многие именно так эту реплику и поняли. Зеленский должен уже сегодня принять решение о том, чтобы украинские войска покинули территорию Донбасса. И вышли за пределы административных границ Донецкой Народной Республики. Это говорилось неоднократно. И, по идее, Зеленский должен был еще вчера принять такое решение. Как мы говорили, взять на себя ответственность и принять такое нелегкое решение. Это могло бы спасти жизни большого количества людей и, главное, позволить остановить горячую фазу этой войны.
с высказыванием Пескова есть сразу две проблемы. Во-первых, это, в принципе, крайне слабая позиция. 4 года россиянам рассказывали, что по ту сторону фронта сатанисты, нацисты и наркоманы. Война против них наипринципиальнейшая и должна была перераспределить весь миропорядок. В пользу Кремля, конечно. И тут вдруг пресс-секретарь президента Путина уговаривает экзистенциального врага полюбовно передать небольшой кусок земли. Во-вторых, если слова Пескова интерпретировать как предложение территории в обмен на мир, то это ж в корне противоречит реальной позиции Путина. Песков сходу отвечал на вопрос журналиста, и можно предположить, что просто неаккуратно подбирал слова. Поэтому уже вечером того же дня позицию Кремля уточнил помощник президента Юрий Ушаков. Он сказал следующее. Если бы Зеленский принял решение о выводе войск, и потом мы проверили бы, что он вывел войска, то открываются, конечно, перспективы для урегулирования многих вопросов, в том числе и решения вопроса о прекращении военных действий. В разъяснении Ушакова и речи не идет о том, что Украина может получить мир, отдав незахваченную часть Донбасса. Помощник Путина сказал совсем иное. Вот есть в Донецкой области Краматорск, Славянск и соседние города, так называемый пояс крепостей. Это мощнейшие укрепрайоны, которые Украина готовит к длительной обороне. Никто не знает, сколько времени понадобится российской армии, чтобы взять эту территорию штурмом. Год, 2, а то и больше. Да и возможно ли это вообще в принципе? Потери армии России убитыми и ранеными могут составить сотни тысяч, а финансовый урон триллионы рублей. Да еще непонятно, выйдет ли из этого что-нибудь. Поэтому, говорит Ушаков, отдайте нам пояс крепостей просто так. И тогда война, конечно же, не закончится. Но зато откроются перспективы для урегулирования многих вопросов. В числе этих вопросов, напомним, демилитаризация и денацификация. А еще Херсонская и Запорожская области, от претензий на которые Кремль, вопреки укоренившемуся мифу, никогда не отказывался. Ушаков, поправляя Пескова, лишний раз дал понять, захват Донбасса – лишь одна из политических задач Путина, но не конечная цель войны. На административных границах Донецкой и Луганской областей боевые действия не просто не завершатся, они продолжатся, причем в гораздо более удобных позициях. В других выражениях об этом же говорит и Сергей Лавров. Посмотрим подробнее после небольшой рекламы. Посмотрите, пожалуйста. Если вы эмигрировали или много путешествуете и подолгу бываете за границей, то знаете, сегодня важно не просто иметь карту зарубежного банка, чтобы платить без проблем и подтверждать наличие средств на счете для получения визы. Лучше всего иметь несколько счетов в банках разных стран, потому что никогда не знаешь, где, как изменится законодательство, и лучше быть к этому заранее готовым. Хорошо, что сейчас зарубежную карту можно открыть удаленно и быстро. Например, с этим помогает сервис MasterCard Bridge, который основал мой зритель Данила. Данила работает с банками напрямую, поэтому цены у него доступнее. А еще он дает гарантии. Если карту открыть не получится, например, если ситуация резко изменится, то деньги вам вернут в полном объеме. Если у вас уже есть карта Казахстана, Данила поможет ее продлить на 5 лет и доставит вам. Данила помогает открывать карты с 2022 года. Сейчас цены на эту услугу лучше, чем когда-либо. Но есть проблема. С каждым месяцем возможностей для открытия зарубежного счета все меньше. Поэтому лучше с этим не тянуть. Сроки открытия от 1 дня. Картой можно расплачиваться в зарубежных магазинах, оплачивать сервисы Spotify, Netflix, Steam, ChatGPT и другие нейросети. Сможете пользоваться Свифтом, бронировать отели и авиабилеты, подключить карты к Apple и Google Pay, хранить деньги на зарубежном счете в валюте и даже получать с этого процент. Пополнять можно с российских карт или выводить на них. Прямо сейчас у MasterCard Bridge действует акция «Скидка 30% на открытие карты по промокоду MaximCats». Успейте открыть карту на самых выгодных условиях. Ссылка в описании. Мы показываем вам рекламу, чтобы канал мог независимо существовать, так что спасибо, что смотрите, и, надеюсь, обращайте внимание и покупайте, если вам это в тему. Ну, продолжим. Мы говорили о том, что Ушаков, поправляя Пескова, дал понять, захват Донбасса лишь одна из политических задач Путина, но не конечная цель войны никак. В других выражениях об этом же говорит и Сергей Лавров. Из интервью в интервью он повторяет, что, во-первых, территориальный вопрос далеко не единственный, во-вторых, он отнюдь не ограничивается Донбассом. Непонятно, кто придумал, будто Путин на саммите в Анкоридже
отказался идти на Херсон и Запорожье. Будто согласился остановить войну, получив заветные проценты территорий Донецкой и Луганской областей. Встреча президентов в августе, как мы помним, была прервана. Даже контакты на уровне министров не состоялись. Солидные делегации впустую смотались на Аляску и обратно. Никто ни о чем не договорился. Требование отдать в соответствии с референдумом Донбасс и Новороссию, а не просто Донбасс, тезис о необходимости устранить первопричины конфликта, то и другое в 26 году переподтверждали и Медведев, и Лавров. 10 февраля, уже сильно после Анкориджа, Лавров прямым текстом заявил следующее. Народ Крыма, Донбасса, Новороссии выразил свою волю на референдумах, и мы доведем до конца процесс возвращения этих исконно русских земель в родную гавань в полном соответствии с чаяниями этих людей. Языковые, культурные, религиозные права тех, кто останется под властью Киева, должны быть восстановлены, наряду с искоренением другой первопричины конфликта – военных угроз национальной безопасности России, исходящих с территории Украины. Если посмотреть новости за 24 и 25 годы, можно увидеть, что официоз старательно высчитывает процент захвата Донецкой и Луганской областей. Для целевой аудитории он поддерживает ощущение, как в строчке из песни «Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый». Но проценты эти, равно как и предполагаемый захват Запорожской и Херсонской областей, это как пройденные уровни, но никак не завершение игры. Далее следуют всевозможные первопричины войны, которые, по мнению Путина, тоже непременно надо устранить. Да и чисто территориальные претензии могут быть произвольно расширены, о чем прямым текстом говорила российская делегация в Стамбуле. Не отдадите, мол, 4 региона, потребуем 6, а потом и 8. Не случайно Лавров стал часто использовать термин «Новороссия». Понятие это может обозначать также Днепропетровскую, Николаевскую и Одесскую области. Аж до самого Приднестровья. Так что, если вдруг какая-то промежуточная задача окажется решена, всегда найдется новая. У бесконечной игры должно быть неограниченное количество уровней. Фиксация Кремля на конкретных процентах территорий Донецкой и Луганской областей объяснима. Лично Владимир Путин очертил границы уровня и хочет его наконец пройти, чтобы показать всем, что он неостанавливаемая сила, которая прет вперед, несмотря ни на что, и достигает то, чего хочет, несмотря ни на какие потери. Сами по себе города Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка России ни зачем не нужны. От их захвата россияне не станут лучше жить, не почувствуют себя в большей безопасности и в большей безопасности не окажутся фактически. Выжженные пустоши, оставшиеся после сражений, будут непригодными для жизни. Население страны не прирастет, среди руин останутся считанные пенсионеры. Зато потери российской армии убитыми будут сопоставимы со всем мужским населением Камчатского края. За Славянском и Краматорском пролегает воображаемая граница, которую невозможно ни увидеть, ни потрогать. Кое-где она максимум обозначена дорожными знаками. Это административная граница Донецкой области. Совершенно умозрительная сущность, линия на карте, которую в 30-е годы прочертили советские чиновники. Но для Путина эта линия очень важна, почти сакральна. Это такая финишная черта в гоночной миссии из первой мафии. Давно уже хочется перейти на следующие уровни, продвинуться по захватывающему игровому сюжету для него. Но вот застрял. Отличие Путина от геймера начала 2000-х в том, что геймер тратил свое электричество и нервные клетки, и время. Путин же расходует государственный бюджет, будущее страны и, главное, людей, россиян. В то время, пока Путин высчитывает, сколько осталось до полного прохождения Донбасса, внутри страны совсем другой процентаж. На 1 января 2025 года в селе проживает 839 человек. Из них 581 человек – представители коренных малочисленных народов Севера. С села Андрюшкино ушло на специальную военную операцию 72 мужчины. К сожалению, 22 погибло. Мы обязаны сохранить жизнь и здоровье оставшихся ради будущего села. Это запись заседания парламента Якутии. Из конкретного села на войну ушли 72 человека, погибшими уже признано 22, то есть 30,5% от ушедших. Число пропавших без вести и тяжело раненых на заседании и вовсе не озвучили.
В столице региона Якутске есть школа номер 26. В марте этого года замдиректора по воспитательной работе сообщила журналистам следующее. 30 выпускников нашей школы принимали и принимают участие в СВО. К большому сожалению, 16 наших мальчишек, наших выпускников, погибли в ходе специальной военной операции. Для нас это большая трагедия. Все они были хорошие, активные ребята, которых помнят в школе. 16 из 30 – это 53%. Правда, можно тут предположить, что замдиректора некорректно процитировали, и имелось в виду, что всего на войну ушли 46 выпускников, из которых погибли 16. Но и тогда получается, что погибшими уже признано 35% из тех, кто ушел воевать. Примерно как в якутском селе Андрюшкино. Крайне маловероятно, что смертность среди солдат, набранных в Якутии, сильно отличается от показателей по другим регионам. Беспилотники, пули и осколки снарядов не знают различий между якутами и русскими, тувинцами и татарами, бурятами и мордвой. 30-35% признанных погибшими, плюс едва ли поддающиеся оценке число пропавших без вести и покалеченных – это ответ на ключевой вопрос, который все чаще задают в Z-сообществе. Почему не растет численность группировки? Куда ж деваются люди, если каждый год в армию набирают сотни тысяч контрактников, сотни тысяч мобилизовали в 22-м, и еще сотни тысяч уже служили по контракту на момент вторжения? Проценты граждан России размениваются на проценты руин Донбасса. Продолжаться это может долгие годы, ведь темпы наступления не растут, а сейчас даже падают. В масштабах большой войны фронт на Донбассе попросту стоит. И приходится выдумывать новость, будто армия России наконец домучила последние 0,3% территории Луганской области. Когда она их и не домучила вовсе. И ведь что Луганская, что Донецкая области – это, повторюсь, даже не цель войны. Пройти всю войну до конца Путину жизни не хватит. Да он и не стремится. Развлекается как умеет, уровни у него. В сентябре пройдут парламентские выборы в России. Там, в урнах, могут лежать очень необычные бюллетени в итоге. Уж не знаю, как их посчитают, но лежать могут необычные. Потому что еще большой вопрос, как проголосуют те, кого принято считать даже лояльным электоратом. Ведь Владимир Путин со своей войной и всеми ее издержками достал уже и их. И интересно, к какому электоральному поведению будут призывать, например, Z-спикеры? Ведь они прямо сейчас проходят ускоренную школу либерализма. Закончить сегодня я хочу фрагментом выпуска, который вышел на моем канале аж в ноябре 24-го, 1,5 года назад. Думаю, сегодня он окажется очень в тему. Давайте посмотрим. Удивительным образом пространство для спора сужается, потому что два противоположных лагеря повторяют одни и те же факты и ощущают в чем-то даже схожую усталость от бесконечного мрака. Хочется верить, что недалек тот момент, когда две враждующих группы граждан России, те, кто за войну и те, кто против нее, просто соединятся в одну группу людей, желающих немедленного прекращения войны. Независимо от того, наступают в данный момент российские войска или топчутся на месте. Ведь никакие завоеванные руины городов и перепаханные снарядами поля, по сути дела, ничего не меняют. В них не спрятано и не зарыто никакой великой победы. Ее не было в Солидаре и Бахмуте, не нашлось в Угледаре и Селидово, не отыщется и в Часовом Яре, Торецке и Покровске, если российская армия все-таки сможет в эти города войти и занять их. Дальше будут другие населенные пункты, новые штурмы и новые потери. Даже в рамках своего успешного наступления, в кавычках, войска за месяцы преодолевают то расстояние, которое здоровый человек может пройти буквально за один день. Воевать так можно еще годами, но не нужно. Война для России лишняя, а люди не лишние совсем. До завтра.